16 января 2002 года авиалайнер Boeing 737-300 авиакомпании Garuda Индонезия выполнял внутренний рейс 421 по маршруту Матарам-Джокьякарта. На борту самолета находились 60 человек. В 15 часов 32 минуты авиалайнер вылетел из Матарама и взял курс на Джокьякарту. Полет проходил нормально. В 16 часов 13 минут, выполняя снижение с эшелона 190, самолет вошел в кучевые облака с сильным дождем и градом. Это вызвало высокую турбулентность. Значительное количество воды и льда, попавшие в оба двигателя, привели к потере их мощности, и вскоре оба двигателя отключились. Перезапуск обоих двигателей не увенчался успехом, так как поток воды по-прежнему был слишком силен и не позволял запустить их. Пилоты предприняли, по крайней мере, 2 попытки запустить двигатели и 1 попытку запустить вспомогательную силовую установку. В момент попытки запуска ВСУ экипаж зафиксировал полную потерю электропитания всех систем самолета и принял решение о вынужденной посадке. Примерно в 16 часов 24 минуты, ввиду отсутствия подходящего места для вынужденной посадки, рейс 421 приводнился на поверхность реки Бенгаван-Соло в 22,5 километрах от аэропорта Джокьякарты. Ширина реки в месте посадки была 75 метров, а глубина от 1 до 5 метров. Согласно расчету командира, посадка была произведена против течения реки на участке между 2 мостами, через нее стоящими друг от друга примерно на 2 километра. В результате приводнения лайнер частично ушел под воду. Причем фюзеляж и крылья с обоими двигателями, хотя и были значительно повреждены, в значительной мере сохранили свою целостность, и это позволило избежать пожаров и большого количества погибших. 26-летняя стюардесса была найдена смертельно раненой. Еще одна стюардесса и 12 пассажиров получили серьезные травмы. Остальные 47 человек не пострадали. Погибшая стюардесса находилась в наиболее пострадавшей от столкновения хвостовой части самолета. Ее тело было найдено в реке ниже по течению. Местная спасательная команда прибыла на место катастрофы через несколько часов. Помощь в спасении пассажиров оказали местные жители, из которых на месте приземления никто не пострадал. Расследованием причин катастрофы рейса 421 занялся Национальный комитет по безопасности на транспорте. В окончательном отчете расследования Национальный комитет назвал вероятную причину катастрофы как комбинацию следующих обстоятельств: вхождение самолета в зону сильнейшего дождя и града, что привело к отказу обоих двигателей, невозможность повторного запуска двигателей и запуска ВСУ, полная потеря электропитания в момент попытки запуска ВСУ вследствие плохого состояния одного из аккумуляторов, вызванного ненадлежащим его обслуживанием. Действия обоих пилотов были признаны правильными, в том числе было признано оптимальным выбранное место вынужденной посадки. Также Национальный комитет заключил, что причиной гибели одной стюардессы и тяжелого ранения другой, находившейся в хвостовой части самолета, послужило положение самолета во время касания с поверхностью, незначительное кабрирование, а также малая глубина реки в месте первого касания, что, по всей видимости, и вызвало разрушение хвостовой части в результате столкновения с дном реки Бенгавен-Соло. Самолет из-за больших повреждений был признан непригодным к эксплуатации и был списан.